Привет, друзья! Сегодня у меня сразу несколько важных последних новостей, которые напрямую касаются будущего Германии и Европы. Неимоверные споры вокруг пограничного контроля с Польшей выходят на новый уровень. Все больше вопросов, как долго страна может сдерживать эти меры. Канцлер Фридрих Мерц сделал новое заявление о пенсии, которое может изменить жизнь тысяч людей. Тем временем вокруг Deutschland Ticket снова разгорается конфликт. Цена проезда может вырасти уже в начале года. И это еще не все. Автогигант Volkswagen меняет ценовую политику в Соединенных Штатах Америки, правительство Германии запускает новые реформы, а в небе над Эстонией фиксируется инцидент с военной авиацией. Обо всем этом расскажу подробно в ближайшие минуты, оставайтесь до конца и обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных последних событий Европы и Германии. Итак, в Германии призывают прекратить стационарные постоянные контрольно-пропускные меры на границе с Польшей, как только снизится миграционный поток. Об этом заявил уполномоченный представитель ФРГ по делам Польши Кнут Абрахам. По его словам, граница с Польшей не должна оставаться под непрерывной проверкой, такие меры не могут стать нормой. Абрахам отметил, что контроль уже введен с октября 2023 года и продлен до марта 2026. Он подчеркнул, когда число мигрантов, пытающихся попасть в шенгенскую зону, продолжит уменьшаться, следует оперативно согласовать и реализовать шаги по ослаблению контроля. Он также отметил значительные заторы и проблемы с движением на участке автомагистрали А12 вблизи города Франкфурт на Одере в результате контроля на границе. Абрахам призвал к быстрой корректировке дорожной ситуации, к увеличению числа контрольных полос и изменению схемы движения, чтобы уменьшить пробки. Также Абрахам подчеркнул, что и польская сторона уже реагирует. Польша в июле вводила собственные контрольные меры, которые должны были закончиться, но были продлены. И еще интересное новое неожиданное заявление канцлера Фридриха Мерца. С 1 января 2026 года в Германии вводится так называемая активная пенсия. Об этом договорились руководители коалиционной фракции Христианско-демократический союз ХДС, Христианско-социальный союз ХСС и Социал-демократическая партия СДПГ. Канцлер Фридрих Мерц поддержал данное решение. Суть инициативы: людям, которые уже достигли официального пенсионного возраста, разрешат работать сверх этого срока и при этом получать до 2000 евро в месяц без уплаты подоходного налога. Речь идет именно о тех, кто завершил учетный возраст выхода на пенсию. Преждевременный выход на пенсию не дает права сразу использовать льготу. Активная пенсия рассчитана прежде всего на работников, а не на самозанятых. Правительство ожидает, что ежегодно примерно, внимание, 25 тысяч человек воспользуются этой льготой. Но не все настроены оптимистично. Институт экономики выражает сомнение, принесет ли активная пенсия этот эффект, которого от нее ожидают. Многие уже в пенсионном возрасте работают не из-за денег, а по желанию, из интереса или чтобы иметь социальные контакты. Также критикуют ее возможные бюджетные потери. Налоговые поступления государства могут снизиться из-за освобождения от налога на сумму, которую пенсионеры получают за работу сверх обычного срока. Далее новость, на которую стоит обратить внимание. В Германии снова напряженность вокруг Deutschland Ticket, месячного билета для региональных и пригородных перевозок. Федеральные земли обвиняют федеральное правительство Мерца в нарушении обещаний. Цена билета уже выросла с 49 до 58 евро в месяц. Теперь рассматривается повышение до 62-64 евро с января 2026 года. Многие политики земель называют увеличение неизбежным, поскольку средства, которые обещала предоставить Бундестаг, недостаточны. Так, транспортный министр Северного Рейна-Вестфалии Оливер Кришер, партия «Зеленые», заявляет, что федеральный министр финансов Ларс Клинбаль, СДПГ, не желает покрывать образовавшийся дефицит средств, необходимый для сохранения билета по существующей цене. Министр транспорта Патрик Шнайдер на переговорах не присутствовал лично и делегировал свои полномочия государственному секретарю. Другой важный пункт – это устойчивое финансирование. Земли требуют, чтобы затраты, возникшие у транспортной компании, были покрыты надежно, а не зависли в каждогодних дискуссиях. Вывод: с 1 января 2026 года Deutschland Ticket подорожает, земельные власти ожидают цену около 63 евро. Это решение стало результатом переговоров федерального правительства и земель, которые до последнего момента спорили, кто и в каком объеме должен покрывать возникающие расходы.
А дальше еще интереснее. В Соединенных Штатах Америки автомобильный концерн Volkswagen серьезно реагирует на повышение импортных пошлин, введенных при администрации Дональда Трампа, и принял решение повысить цены на свои модели 2026 года. Повышение касается большинства моделей, увеличение цен на самые доступные версии автомобилей от 2,9 до 6,5%. При этом два импортных германских автомобиля Golf GTI и Golf R показали небольшой прирост. GTI подорожали примерно на 6,5%, а R-версия почти на 5%. Модели, произведенные не в Германии, например, Jetta и Taos из Мексики, также подорожали на 3-4% в зависимости от версии. Автомобили Atlas и Atlas Cross Sport, базовая версия, получили надбавку около 2,9-3%. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме отметил, что фирма не может переложить все издержки на клиентов, особенно в одном сегменте. Также он указал, что бренд уже сталкивается с падением продаж. Во втором квартале продажи в Соединенных Штатах Америки упали, внимание, на 29%, за первое полугодие на 13%. Причина ценового роста – это нынешняя пошлина на импорт автомобилей из Германии и других стран Европейского Союза, которые сейчас достигают до 27,5%. Ожидается, что в рамках торгового соглашения пока действующие тарифы могут быть снижены до 15%. И это еще не все. В Германии правительство готовит пакет реформ, чтобы стимулировать граждан работать больше. В осеннем сезоне реформ предусмотрены 3 ключевые меры, уже прописанные в коалиционном соглашении. Первое – это активная пенсия, как я сказал. Люди, достигшие официального пенсионного возраста, смогут продолжать работать и при этом получать до 2000 евро бруто в месяц без уплаты подоходного налога. Это будет действовать только для наемных работников, самозанятых и фрилансеров, мера не касается. По оценкам, порядка 230 тысяч пенсионеров смогут воспользоваться этой льготой. Вторая мера – это освобождение от налога надбавок за сверхурочную работу. Надбавки до 25% от обычного заработка, который выплачивается за часы сверхконтрактной рабочей нормы, станут налогово свободными. Исключаются надбавки за ночную, праздничную или воскресную работу. Также мера не коснется работников, которые недавно переведены с полной занятости на частичную. Третья мера – это премия за увеличение рабочего времени при частичной занятости. Работодатель сможет предлагать налогово освобожденную бонусную выплату, если работник расширяет часы работы. Размер такой премии может достигать 4500 евро. Условие – это увеличение времени работы должно сохраняться минимум на 2 года. Эксперты скептически оценивают эффективность таких мер. Они считают, что эти меры помогут немногим, главным образом тем, кто уже много работает или может расширить рабочие часы. Также подчеркивается, что такие реформы лишь часть более широкой стратегии, чтобы справиться с нехваткой кадров. Нужны улучшения образования и развитие инфраструктуры. Реформы должны вступить в силу уже с 1 января 2026 года. И еще одна важная новость, которая показывает реальную обстановку на территории НАТО. В Эстонии зафиксировано очередное нарушение воздушного пространства государства-члена НАТО. По сообщению властей, 3 российских истребителя МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Самолеты не имели согласованного маршрута, не поддерживали связь и не передавали электронные сигналы по данным эстонской стороны. Инцидент произошел над Балтийским морем поблизости острова Вайду. В ответ на это правительство Эстонии подало запрос к НАТО на консультации по статье 4 Североатлантического договора. Статья 4, напомню, предусматривает, что любой член Альянса может созвать обсуждение с партнерами, если считает, что его территориальная целостность или безопасность подвергаются угрозе. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна охарактеризовал нарушение воздушного пространства как крайне недопустимое. Президент Эстонии Алар Карис назвал происшествие серьезным нарушением. НАТО заявило, что самолеты российского производства были перехвачены итальянскими F-35 из миссии, направленной на патрулирование и защиту воздушного пространства балтийских государств. Российская сторона отвергла обвинения, утверждая, что полет происходил над нейтральными водами и выполнен в соответствии с международными правилами. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.